Всем привет! Сегодня я хочу показать, как сделать вот такую вот прорезную петлю, прорезь для ремней безопасности. Буду я делать на машинке в полуавтоматическом режиме с помощью вот такой вот лапки. Лапка у меня шла в комплекте в машинке. Оказалась очень удобная лапка. Для петель предназначены вот специальные вот эти вот операции. Вот они переключаются. Сначала ставится первый режим, то есть идет в эту сторону у нас петля делается. Потом ставится второй режим, закрепка. Потом третий, возвращается петля обратно. И опять четвертый, опять закрепка. Ну, вот так вот получается. Ставлю ширину стежка вот на этой отметке. Где-то вот почти до единички, чтобы у нас был мелкий зигзаг. Прежде чем шить, вот это вот мы закалываем булавками, чтобы у нас ткани между собой не ездили. Вот так вот получилось. Теперь укладываем нашу ткань под лапку. Таким образом, чтобы вот эта вот штучка, вот этот направитель был посередине нашей полосочки. Начинаем мы вот там, где палочка перпендикулярная стоит, то есть мы нарисовали. Вставляем иголку, пускаем лапку, нажимаем первую программу. И начинаем строчить. Если тоже сильно толстые ткани, то чуть-чуть помогаем, проталкиваем, если машинка не будет продвигать ткань. И следим за тем, чтобы вот этот направитель наш шел строго по линии. Когда лапка вот так дошла до конца, иглу оставляем в ткани, подвигаем вот эту лапку и шьем дальше. Когда доходим до следующей нашей перпендикулярной палочки, поднимаем иглу, переставляем на второе положение, делаем несколько раз закрепку, опять игла поднята, далее ставим на троечку, то есть возвращается назад. Когда у нас перестала идти ткань, опять подвигаем лапку и дальше строчим. Дострачиваем опять до этой перпендикулярной палочки, где у нас начиналась строчка, поднимаем иглу. И опять мы переставляем на закрепку и ставим закрепку. Ну все, можно обрезать и вытаскивать. Убираем булавочки и далее мы прорезаем наше отверстие. Я буду делать это вспарывателем.
Он тоже шел в комплекте, он также продается в швейных магазинах. Либо можете аккуратненько вспороть ножничками, либо аккуратно лезвием, только очень аккуратно, чтобы не повредить вот эти вот строчки. И эти тоже самое. Я, чтобы не повредить концы, спарываю вот сюда, где-то пару миллиметров. Где-то до середины. И потом с этой стороны, с этого конца тоже. Также еще можно использовать канцелярский нож. Например, положить на какой-нибудь ненужный предмет, досочку, например, и аккуратненько вспороть. Вот эти вот ниточки можно аккуратненько вытащить и подрезать, чтобы они не мешались. Вот таким вот образом делаются прорези для ремней безопасности. Конкретно сейчас я показывала для видео на стульчик для кормления. И таким же образом делаются прорези на конверт, спальный мешок. У меня есть видео, там я тоже показывала, как делать такие прорези. Но вот решила еще сделать отдельное видео, чтобы было понятно. Вот такие вот прорези получаются. Очень удобные и прочные. Также, если у вас нету таких швейных операций на машинке, то можно нарисовать аккуратненько прямоугольничек, рамочку, и прострочить по краям рамки зигзагом. И потом тоже проделать отверстие. Использовать тоже мелкий зигзаг, чтобы было прочнее. Можно даже несколько раз зигзагом пройтись. И все, и потом тоже точно так же сделать прорезь. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До встречи!